Приветик, друзья. Короче, сегодняшний влог опять начинаю с машины. Я сейчас еду в Треньку к сестре забрать своего Сережу. Он отогнал Сережи племянника трактор домой. Сеньки, короче. И думаю, давай начну уже свой влог опять из машины. Расскажу вам все, как и что проходит мой день, короче. Снимаю на телефон. Фотоаппарат оставила дома, короче, уставшая после вчерашнего. Ну ладно, едем. Я не одна. Эвелинка, поздоровайся со всеми. Скажи всем привет. Эй! А почему молча? А? Нет настроения, она тоже уставшая вчера со мной по полям. И сегодня кататься опять со мной. Но он не хочет оставаться. Ладненько, друзья. Завершаю съем. Я уже дома, короче, разогреваю еду. Сейчас покормлю мужа. И говорю, чтобы остался дома. Но нет, а идет опять на работу. Ночью не спал и сейчас на работу. Що, це намало? Угу. Ну, водичка холодненькая. Коли пішла, прокачала. Угу. Нам тут не мішало бы кран покласть, нет. Да, да. Было бы удобно и хорошо. Андрес, Андрес, на, что ты, Андрес, выйка вода. Как слезинка. У нас дождик начинается, и еще такой ветер сильный. Такие тучи оттуда, с той стороны дома, не отсюда, сзади. Как будто бы награда. Может, даст Бог, что только дождик. Но главное, что Эльчик. Элька прячется тут сзади за мной. Главное, что нажала. И главное, что мы люцерку собрали уже. Все, спасибо Богу. Спасибо Богу. А то сейчас опять думали бы, а что будет? А что будет? Так, Эльчик, я компьютер вроде выключаю. Такой ветер сильный, аж страшно. Вон ворота открылись. Я не закрыла на шурупчик. Короче, этот ветер перевернул раскладушку на кактус мне. И поломал листики. Мне так жалко вообще. Этот уже выбросим. А эти два, я не знаю, примутся, не примутся. Я слышала, что если вот обломать листочек от него, посадить, и он примется, и будет расти новый кактус. Посмотрим, если примется, будет очень хорошо. Если не примется, очень жаль. Мне очень жаль. Интересно, он тут не треснул тоже? Что-то похоже. Опа, я, кажется, набила иголок себе с кактуса. Так.
Закончила я с клумбами. И сейчас покажу, как выглядит моя клумба. Вот, уже все чистенько и красивенько. Вот так, а то так заросло, что мне уже страшно стало. Доведу ли я до чистоты. Так, а сейчас идем в огород. Идем в огород собирать малину. Если еще что-то осталось после этого ветра. У бабушки абрикос расколола пополам. У нас раскладушку переворачивала как пушинку. А Сережа говорит, что в том селе, где он работает, град был. И тоже, говорит, такой сильный побило там. Короче. Закончила я уже собирать малину. На улице уже темнеет. И вот покажу мой сбор. Вначале собрала эту мисочку, потом пошла взяла другую, а то трудно собирать в такую посудинку. И вот. В этот раз уже буду варить варенье. Сережа приехал. Ездил, заправлял баллон маме. Газ, вернее, в баллон.